What's up, guys? Как всегда, всем желаю хорошего настроения. С вами, как всегда, я, Леха и канал Hardplay. Ребята, всем огромное спасибо за подписки. Сразу в начале ролика скажу, потому что вас прям подписывается огромное количество. Ставите лайки, вы пишите комментарии. Спасибо за такую огромную поддержку. Ну что, сегодня поднимем настроение, а в этом нам поможет канал Россия 23, два брата-акробата. Видосик называется «Владимир и киберспорт». Я, кстати, ребят, киберспортсмен, если что. Да, помню, в свое время в Нави звали, но как-то молодым дорогу дал просто, да? Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Многих экспертов киберспорт – это спорт будущего. Уже сегодня призовые фонды на чемпионатах по компьютерным играм достигают десятков миллионов долларов. Однако быть киберспортсменом не так просто. Друзья называют их задротами, родители забирают компьютерные провода, а личную жизнь приходится бросить на произвол руки. Я не дрочу. Сколько можно заработать, отдав жизнь за Нерзула? Почему много мух в комнате у человека, который каждый день покупает мухобойку? И как объяснить людям, что если ты собрался в форточку, не нужно вызывать МЧС? На эти и многие другие вопросы нашей съемочной группе ответит настоящий ветеран киберспорта, который с радостью согласился провести для нас открытую тренировку. Пошел нахуй отсюда, еблан. Ты лупишься нахуй. Это Владимир, профессиональный киберспортсмен, создатель авторской тренировочной методики Клава Кока. Суть методики проста. Одна рука всегда должна быть на клаве, другая на коках. Хуёках, блядь. Владимир, скажите, в каких киберспортивных дисциплинах вы наиболее компетентны? Чё, блядь? В какие игры играете? Вон в КС играю. Форточку могу поиграть. Вов. Вовка дрочильня саная. Ну, Владимир вы имеете. Тебя, блядь. После разминки Владимир приступил к основным матчам. Для начала киберспортсмен по голосовому чату Пацаны, если вы там когда-нибудь этот ролик увидите, зову в КС-ку зарубиться. Вообще изи, погнали на стрим. соединился со своей командой. Чё вы без меня уже ебашите? Чё, блядь, пригласить никто не мог? Владимир процитировал Дзюбу и продолжил общение со своим комьюнити. По словам киберспортсмена, среди его игровых друзей нет случайных людей. Они не просто друзья, они по-настоящему задротственные души. Ты дебил, что ли, нахуй? Да, Явик, блядь, заебал. Нервозность – это одно из последствий Жиза. увлечения киберспортом. Стресс кибератлетов возникает на почве одиночества. По словам Владимира, киберспортсмены очень одиноки, потому что им приходится упорно тренироваться. А ведь они мечтают потренироваться у девушки. Че ты ждешь, блядь? Иди нахуй, попизди в подъезде, блядь. Уёбище. Среди кибератлетов Владимира уже прозвали Месси киберспортивного мира. Ведь всю его многолетнюю карьеру связывают с Испанией, а именно со стыдом. Владимир, расскажите о сленге, который используется в Counter-Strike. Просто название. Вот длина это лонг. Мы сейчас вот с пацанами в кишку спускаемся, это тоннельно. То есть вы собираетесь компанией парней, чтобы входить в кишку, правильно? Мы уже вошли. Сейчас еще на длине затащат, вообще нормально будет. То есть вы собираетесь компанией парней, чтобы входить в кишку, и успех зависит от длины. Блядь, какие компании, нахуй, парней, блядь? Первый тренировочный матч Владимира завершен, настало время для перекуса. Как нам удалось выяснить, киберспортсмены с особым трепетом подходят к своему рациону. Соблюдая строгую диету по традиции, в рацион киберспортсмена входит отборная яичная лапша, слегка просроченные сосиски из свежего мяса, только что собранная зелень и свежевыжатый майонез. Для того, чтобы обозначить в голосовом... Бля, ну мы, кстати, когда студентами были, если их немножко кипяточком обдать и тряпочкой протереть, не такие уж они и плохие. В чате, что партнер по команде занят приемом спортпита, а профессиональные киберспортсмены издают специальный секретный звуковой сигнал. Важным элементом диеты является так называемый энергетоз, который в комплексе с остальными продуктами дает мощнейший сорян бодрости. Сорян, пацаны, я сейчас быстро в толкан схожу. Владимир ненадолго отошел от спортивного снаряда для того, чтобы скинуть снаряд. Успех в киберспорте напрямую зависит от так называемых девайсов. Это устройства, которые используются в процессе игры. По старой киберспортивной традиции, коврик для мышки пылесосят чаще, чем любой другой в доме. По словам Владимира, его киберспортивный коврик – это самая ухоженная подмышка в его жизни. Ебешь нахуй, съебись с компа, блядь. Че, дашь хава, блядь? Киберспортсмены очень амбициозны, как говорит Владимир. Я могу одной рукой есть с мазиком Дош, а другой выбирать на дроме Порш.
Блин, может, слушай, может быть, этих дегустацию дошиков, сделаем. Давай, с тобой задегустируем какой-нибудь видосик, запилим. А чё, пока не холодно, кстати, и даже на морозе они неплохо пойдут. Давненько я, кстати, дошик себе не заваривал. Напиши в комментариях, если зайдет, то вообще легко. Ебала, блядь. Твоя рука и твой нахуй телефон, блядь. Владимир выбрал приложение Дром не случайно, там самый большой выбор живых, реальных предложений. Ну ты думаешь, я, блядь, не понимаю, что ты рекламу снимаешь, ебись камеру, нахуй, эту вот пиздюлину и съебал. Владимир понял, на нем пытаются заработать, а значит, наша редакция должна перестать. Делать так, чтобы он что-то понимал. Специально для этого наша съемочная группа в совершенстве овладела английским языком. На протяжении долгих 2 дней, посещая специальные курсы. This is Vladimir, a professional devil. He found drum, love drum, kiss drum, prom drum, drum, dum 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 dum. In Russian cybersports, his name is Speedy. Guy now has girlfriend for years. Сам ты гайнос. This is cybersports. Ну нахуй киберспорт-то, блядь. Слышь, ты гонишь, что ли? Я просто в КС ебашу, съебал, блядь. What you do, man? Что ты меня снимаешь, блядь? Негодование Владимира не случайно. Дело в том, что его карьера в спорте – это настоящая киберспортивная драма. Было сразу понятно, что его будущее связано с киберспортом, потому что еще до рождения он был с головой в компьютере. Причем я сразу понял, что это будет именно Counter-Strike, потому что это было УЗИ. Предрасположенность Владимира к киберспорту была заметна с раннего детства. Это первая тренировочная база Владимира. Здесь он начал свой киберспортивный путь с этого маленького компьютера. Тут он мог сидеть часами в Бля, это такая жиза, когда просто ходили в толкан зарубиться в Тетрис. Это вообще просто жизнь. одиночестве, играя в Я Тетрис. белый такой Именно был. тогда он понял его призвание – это киберспорт. И в одиночестве смотреть в экран в ожидании длинной палки. В профессиональный киберспорт Владимир попал в 2005 году. Тогда, будучи школьником, он получил на день рождения компьютер. С восхищением, смотря на своих кумиров того времени, геймеров из компьютерных клубов, парень захотел заполучить такое же признание задротского комьюнити. В этот момент он Бля, слеза скупая. понял, ничего не добиться, если не привести свое тело Столько мы просидели в этих компьютерных клубах, боже мой. в идеальную киберспортивную форму, а именно отрастить сальную шевелюру. На заре киберспорта сальные волосы были главным показателем опытности игрока. Помню, в 2000-х заламываешься в клуб, если ты видишь, что тело сидит именно с стальными патлами, ты знал, что это по-любому не какой-то горох, это чисто шпилевой пассажир. Ты знал, что он тут размотает всех. Я вот как вспоминаю свои сильные патли. Киевстонер, бля. Монобровью и потом он сумел добиться желаемого результата. Отрастить идеальную жирную прическу, дела спортсмена пошли в гору. Сальность его волос не вызывала сомнений, каждый, видевший его на расстоянии, чуял. Это мощный киберспортсмен, его боялись и уважали. Однако в этот момент его карьеру неожиданно остановила киберспортивная травма. Тогда врачи сказали ему, что год он не сможет тренироваться. Для него это был страшный диагноз, когда доктора сказали ему, что он годен. Но он был подавлен. Владимир был в мощнейшей депрессии, он понимал, с натренированной шевелюрой придется распрощаться, а на целый год у него будет только один скин от Юдашкина. Однако парень верил, он вернется в киберспорт с еще более мощной сальной шевелюрой, но мечте не суждено было сбыться. Когда Владимир вернулся из армии, стало понятно, его прическа осталась по контракту. Так закончился его профессиональный киберспортивный путь. Парень, который мечтал апнуть Глобала, сумел апнуть лишь Ефрейтора. Блять. В жизни профессионального киберспортсмена иногда наступает момент, когда он осознает, он не профессиональный киберспортсмен, а просто задрот. А значит, огромные гонорары с чемпионатов ему не светят, а жить на что-то нужно. В такой момент многие геймеры отключают чувство собственного достоинства и включают донаты. Кто-то пишет, что звук херовый. Вся магия происходит здесь. При помощи камеры и микрофона изображение и звук транслируются на сотни экранов по всей России. Начать заниматься этим — смелый шаг, бросить все и стать вебкам-моделью. Бля. Владимир, как типичная вебкам-модель, максимально скрывает от всех свою работу. Однако нашей съемочной группе удалось уговорить его на интервью при условии сохранения полной анонимности. Я долго думал, что это просто стримы. Я играю в контру, мне кидают донаты. Пока однажды не пришло странное сообщение: оголи что-нибудь еще, кроме головы. Я твердо решил для себя, я отказываюсь.
от своих принципов и раздеваюсь. Потому что всем нужны деньги. У каждого есть своя цена. Моя цена 17 рублей. Все-таки я лысый, черт, и ремонт не делал. Владимир готов за донат отдать свой за донат. Специально для России 23. Короче, парни, захотите зарубиться, го вообще изи, в КС-ку залетим. Залайкайте, если ответят пацаны, залайкайте, окей, там в комментариях. Все, давайте, спасибо за хорошее настроение, удачного дня, пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.